Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества, вязания и пряжи». Сегодня мы с вами продолжим работу. На канале мы вяжем летний жакет. Это совместное вязание рукодельниц, подписчиц. Мы вяжем вместе в дружной компании. Если вы еще не присоединились к вязанию, присоединяйтесь. Я думаю, у вас все получится, и вы к весне, к лету свяжете очень красивую модель жакета. Она универсальная и будет всегда, я думаю, в тренде. Вяжется легко, просто и быстро. И вы в этом сами убедитесь, когда закончите вязать жакет. Всю информацию по пряже, крючку, а также как вязать мотив и их соединять между собой, я рассказала и показала в первой части мастер-класса. Проходите по ссылочке, всплывающие подсказки, и также все ссылки я оставляю всегда в описании под видео в инфобоксе. И смотрите от начала и до конца мастер-класс под номером 1. Также я там сделала замеры связанных образцов, мотивов. Жакет состоит из двух видов каймы. Первая кайма — это низ жакета. Она оформлена в виде вот таких вот мотивов. Вторую кайму мы сейчас с вами будем вязать во второй части мастер-класса. Я вам покажу, каким образом вяжется каждый ряд узора. И в следующей части мастер-класса, в третьей части, мы будем уже вязать основной узор жакета. Я вам тоже покажу мастер-класс по вязанию узора. Данный мастер-класс полезен для начинающих рукодельниц, так как я рассказываю, показываю, как вяжутся узоры, каждый ряд узора, а также показываю, рассказываю всю технику исполнения работы, весь процесс создания. Буду показывать, как вывязываются проймы, подрезы, горловина и окат рукава, так как рукав здесь у данной модели вточной. И будем вязать уже, сделаем вместе сборку жакета и обвязку всего готового изделия. Я думаю, мастер-класс вам понравится и будет доступен и понятен для всех. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и проверьте, пожалуйста, включен у вас колокольчик на все оповещения или нет, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов, так как данный мастер-класс будет многосерийным, будет много частей, и для этого я специально создала плейлист для удобства моих подписчиц и гостей канала. Плейлист называется «Учу вязать жакет незабудка». Данная модель жакета имеет название «Незабудка». Давайте приступим к вязанию легких нам петелек. Перед началом вязания второго бордюра каймы давайте я вам покажу сразу же, каким образом спрятать вот эти кончики ниток. Я буду показывать вам мастер-класс по вязанию каймы второй бордюра на основе одного из рукавов. Я свяжу кайму на двух рукавах и основном полотне. То есть мы вяжем 3 каймы. И уже встречаемся вместе с вами на третьей части мастер-класса, где будем вязать основной узор жакета. Сейчас я вам покажу, так как у меня мастер-класс для начинающих. Может быть, не все знают, или, может быть, у вас другая техника. Я хочу вам показать, как я прячу вот эти кончики нитей.
То есть я прокалываю крючок, его нужно взять меньше по размеру, чем вы вяжете само изделие. Я буду прятать вот этим же номером крючка, номер 2 у меня. И вот я в каждую петельку прокалываю крючок, захватываю вот этот кончик нити и его вытаскиваю перед работой и как бы обвиваю вот эту цепочку. Мы таким образом укрепляем нить и прячем. И второй этап, это у нас будет уже в процессе работы, мы будем прятать вот этот кончик нити для того, чтобы у нас не распустилось изделие, так как это тоже очень важно. Если вы плохо закрепите нить, после стирки и носки он у вас может разлететься, весь жакет. Займет это у вас, наверное, минут 20, если спрятать все вот эти вот кончики нити. И таким образом вы все проделываете с каждым мотивом, потому что у нас было, каждый мотив мы вязали индивидуально и потом скрепляли и соединяли их между собой. Это не безотрывное вязание. Все спрятали. И потом я еще его, вот этот хвостик, запрячу в процессе вязания рядом. Начинаю я с рукава. У меня на рукаве 3 мотива. Размер рукава, давайте я сразу вам покажу. У меня будет свободный рукав, укороченный вариант. Вы можете связать удлиненный вариант. То есть до самой линии запястья. У меня где-то будет вот такой рукав укороченный, так как это летняя модель. И буду вязать уже как по фото, которое вы видите на главном экране. Ширина, общая ширина 31 сантиметр у меня, без отпаривания. То есть я пряжу предварительно обработала, но не отпаривала ее. Эти мотивы 31 сантиметр ширина. Высота мотива у меня 10 сантиметров. И то есть здесь получается у меня 15,5 сантиметров. Обхват. Приступаем к вязанию первого ряда, кайма номер 2. Сейчас я вам покажу, как вяжется кайма. Второй бордюр. Его можно, вот эту кайму, использовать для обвязки шали, палантина, низа рукава, низа основного полотна, кофточки, кардигана, джемпера и так далее, топа, обвязка горловина и пледа. То есть эта кайма, она очень красивая, и ее можно применить везде, где вам необходимо обвязать край изделия. Приступаем к вязанию первого ряда. Я присоединила нить в 3-ю петельку подъема и спрятала кончик, конец нити. Далее я вам буду показывать, как вяжется первый ряд каймы. Это у нас вторая декоративная кайма. Я сменила крючок, буду вязать, если я основной узор буду вязать крючком номер 2. Вот эти мотивы я вязала тоже крючком номер 2, а в кайму номер 2 я буду вязать уже крючком 1,5, 1,5. В 3-ю петельку подъема провязываю 1 столбик без накида. Далее провязываю еще 1 столбик без накида. Вершину каждого столбика с одним накидом провязываю по 1 столбику с одним накидом. Всего провязали 5 столбиков
без накида. В арочку цепочки из 2 петелек провязываю 1 столбик без накида. В арочку цепочки из 6 воздушных петелек провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В арочку цепочки из 6 петелек провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В арочку цепочки из 2 петель провязываю 1 столбик без накида. И в каждый столбик с одним накидом провязываю по 1 столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из 2 петелек провязываю 2 столбика без накида. И переходим к вязанию второго обвязки, второго мотива. В арочку цепочки из 2 петелек провязываем 2 столбика без накида и так далее. Повторяем обвязку вот этой грани квадрата, которую сейчас я вам показала. Давайте еще раз вам расскажу. Значит, вот здесь мы в арочку цепочки провязываем 2 столбика без накида. Далее провязываем 5 столбиков без накида. 1 столбик без накида. 6 столбиков, 6 столбиков, 6 столбиков, 6 столбиков без накида. 1 столбик без накида. 5 столбиков без накида. 2 столбика без накида. И таким образом мы обвязываем мотивы. Это у нас будет первый ряд каймы. Я продолжу вязание за кадром и встретимся с вами уже в конце первого ряда. Довязали до конца первый ряд и заканчиваем ряд 2 столбиками без накида. Всего должно получиться 121 столбик без накида в первом ряду, когда мы выполнили обвязку 3 мотивов. Далее переходим к вязанию второго ряда второй каймы. 3 петельки подъема и 1 петелька соединительная. Всего я набрала цепочку из 4 воздушных петель. Пропускаю первый столбик без накида и в вершину второго столбика без накида первого ряда провязала 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаю первый столбик с одним накидом, во второй провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаю вот петельку, в следующую провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю столбик и вот за 2 петельки, косичка я называю ее, провязываем обязательно за 2. За косичку столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю петельку и в следующую петельку, это вершину столбика без накида, провязала 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю петельку и за косичку, вот за 2 петельки провязала 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю петельку, в следующую провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю петельку, в следующую провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаем столбик без накида, в следующий провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, столбик пропускаем без накида и провязываем следующий 1 столбик с одним накидом. Таким образом вяжем до конца второго ряда. У нас должно с вами получиться, по моим расчетам,
61 столбик с одним накидом. Я продолжаю вязать и встречаемся с вами в конце ряда. Так, заканчиваю вязать. Это в третью петельку подъема я провязываю 1 столбик с одним накидом. Таким образом выглядит у меня конец второго ряда. И переходим к вязанию главного и основного ряда. Сейчас я буду вам наглядно все показывать, как он вяжется. Будьте внимательны. Провязываю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону. Это у нас будет лицевая сторона мотивов. Пропускаю первую ячейку квадрата и во вторую ячейку между вторым и третьим столбиком провязываю 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки и наклоняю вязание и провязываю 3 столбика с одним накидом вот по этой грани, по столбику с одним накидом. 1, 2, 3. Провязали. 1 накид на крючок и пропускаю квадрат в следующий столбик с одним накидом, провязала 1 столбик с одним накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4. В 4 столбик я провязала 1 столбик с одним накидом. Накид, пропускаю квадрат и в следующий между, получается 1, 2, 3, 4, 5, между 5 и 6 столбиком с одним накидом я провязываю 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки и разворачиваю вязание. И вот по этому столбику с одним накидом провязываю 3 столбика с одним накидом. 1 накид на крючок, пропускаю квадрат и вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Это у нас по счету 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбик с одним накидом предыдущего ряда провязала 1 столбик с одним накидом. Накид, пропускаю квадрат и провязываю 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушных петельки и провязываем по нему 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Связали. Пропускаю квадрат и в вершину столбика с одним накидом провязали столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 10 столбик с одним накидом предыдущего ряда. Связала я 3 элемента. Принцип, я думаю, вам понятен. Вы можете перемотать этот отрезок на начало вязания и вязать, как я показываю, рассказываю, до конца ряда. Вот таким способом. Я продолжу вязать за кадром и встретимся с вами в конце третьего ряда. Ряд мы должны закончить 1 столбиком с одним накидом. Это очень важно. Для этого я делала предварительные расчеты, для того, чтобы вот как раз вот посадить вот этот узор, который мы вяжем с вами в третьем ряду, так как он должен быть. То есть мы должны начать с 1 столбика с одним накидом и закончить 1 столбиком с одним накидом. Так, принцип вязания понятен вам. И вот таким образом очень внимательно вяжем. И это самый сложный, наверное, ряд, который нужно связать очень внимательно. И самое главное, сделать верные расчеты, чтобы у нас все получилось с вами. Довязала я до конца третий ряд. Смотрите, что у меня получилось. Это лицевая сторона вязания. Это вот таким образом выглядит изнаночная сторона.
Всего у меня получилось 20 вот таких элементов по краю каймы. Посмотрите, можно сказать, кайма обвязочная связана. То есть вот таким узором, и состоящий всего лишь из 3 рядов, можно обвязать полочку, горловину, низ изделия, а также сделать обвязку шали, палантина, бактуса, пледа. В общем, смотрите, какая легкая кайма, простая и выглядит довольно-таки симпатично. Вы можете вот это видео взять себе в копилочку и сохранить себе. Если вам понадобится способ обвязки края, то вы как раз вспомните про мой мастер-класс, где я показывала, как выполнить обвязку. А мы с вами на этом не заканчиваем вязание, а продолжаем вязать кайму номер 2 и приступаем к вязанию 4-го ряда. Для этого я провязываю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону и провязываю 1 столбик без накида в 3-ю петельку подъема. Вот она. Провязали. Далее 2 воздушных петельки и провязываем 1 столбик с одним накидом в вершину столбика с одним накидом 3-го ряда. 2 воздушных петельки, провязываем 1 столбик без накида. Столбик без накида я провязала в 3-ю петельку подъема. 2 воздушных петельки, вяжу 1 столбик с одним накидом в вершину столбика с одним накидом 3-го ряда. 2 воздушных петельки, провязываю 1 столбик без накида в 3-ю петельку здесь вот подъема. 2 воздушных петельки, провязываю вершину столбика с одним накидом 3-го ряда, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 3-ю петельку подъема провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, в 3-ю петельку подъема провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, и так далее. Мы вяжем до конца 4-го ряда. Подошли к завершению 4-го ряда, довязали. И вот смотрите внимательно, каким образом будем заканчивать вязание 4-го ряда. Я связала 2 воздушных петельки, и чтобы выровнять край, я провязываю 1 столбик с одним накидом в 3-ю петельку подъема. Все, выровняли край. У нас начало вязания. 3 петельки подъема, они засчитываются как за 1 столбик с одним накидом, и закончили мы вязать 1 столбиком с одним накидом. У нас край рукава выровнен, идеально выровнен. Смотрите, как красиво получается. Из-за того, что смену крючка я сделала, вот этот бордюр кайма номер 2 ложится ровно. После отпаривания в ТО и стирки все петельки встанут на место. Вот это, значит, изнаночная сторона. Сейчас мы с вами продолжим вязать. Будет у нас по счету, считаем, 1, 2, 3, 4, 5-й ряд. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Для этого я набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. И провязываю 1 столбик с одним накидом вот в эту
арочку, где у нас было связано 2 воздушных петельки. 1 воздушная петелька, и следующий столбик с одним накидом я провязываю в арочку цепочки из 2 воздушных петелек. 1 воздушная петелька, следующий столбик с одним накидом провязываю в арочку цепочки из 2 воздушных петелек. 1 воздушная петелька, следующий столбик с одним накидом я провязываю в арочку цепочки из 2 воздушных петелек предыдущего ряда. 1 воздушная петелька, и следующий столбик с одним накидом провязываю в арочку цепочки из 2 воздушных петелек. И далее вяжем до конца ряда. В арочке цепочки из 2 петелек провязываю по 1 столбику с одним накидом. Между столбиками я провязываю по 1 воздушной петельке. Вяжем до конца ряда. Это у нас предпоследний ряд. Я сделала вам расчеты для рукава. Само основное полотно тела жакета вы вяжете по этому принципу. То есть перематываете видео на начало и вяжете вторую кайму под номером 2 аналогичным способом, только уже количество столбиков без накида и с накидом вы рассчитываете сами по моему принципу, методу, так как у нас с вами может быть разное количество мотивов. У меня основное тело жакета состоит из 10 мотивов. У вас оно может состоять из 9, 8. То есть количество мотивов не имеет значения, так как мы будем делить основной узор на спинку и полочки. Количество мотивов зависит от вашего размера, от посадки. То есть посадка жакета, она может быть по линии талии, если жакет укороченного варианта, либо по линии бедер или середины бедра. То есть вы смотрите, уже сами выбираете длину жакета и уже по обхвату бедер либо талии вы рассчитываете необходимое количество мотивов. Размеры мотивов тоже у всех разные. У меня мотив квадрат 10 на 10 сантиметров. Также размер мотива зависит от размера крючка и толщины метража пряжи. И состава пряжи тоже имеет значение. То есть у вас может быть размер самого мотива отличаться от моего. И закончили вязать ряд. Мы провязали 1 столбик с одним накидом между 2 петельками. Далее я провязала 1 воздушную петельку, и в 3-ю петельку подъема я провязываю дополнительный столбик с одним накидом для того, чтобы выровнять вот этот край рукава. Далее мы вяжем крайний ряд заключительный. 1 воздушная петелька, разворачиваю вязание и провязываю столбик без накида между вот этими столбиками. В вершину столбика с одним накидом я провязываю 1 столбик без накида. Между столбиками, где у нас была 1 воздушная петелька, провязываю столбик без накида. Вершину столбика с одним накидом провязываю столбик без накида. Между столбиками провязываю 1 столбик без накида и так далее. То есть вяжем весь ряд, состоящий из столбиков без накида. В каждую петельку провязываем по 1 столбику без накида. Значит, смотрите, вторая часть мастер-класса. Я вам показала, каким образом вяжется вот эта кайма декоративная, бордюр,
кайма номер 2. Первая кайма, она у нас состоит из мотивов. Количество мотивов у всех, как я говорила, уже разное. Вторая кайма декоративная состоит из... У нас получается, давайте посчитаем, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Высоту составляет вторая декоративная кайма. И после вот этого 6-го ряда второй каймы мы уже приступим с вами к вязанию основного полотна жакета. Я вам показала, как вяжется кайма на основе одного из рукавов жакета. У меня будет укороченный рукав, такой же, как вы видите на главном фото. Вы можете связать удлиненный рукав, полноразмерный, и у вас уже количество мотивов будет не 2, вернее не 3, а 2. Естественно, там уже идет другой расчет, другое количество столбиков. Это вы все считаете самостоятельно по моему принципу. И в третьей части мастер-класса я вам покажу мастер-класс по вязанию основного узора жакета. Четвертая часть мастер-класса мы будем вязать с вами подрезы, проймы. В пятой части мастер-класса я буду показывать, каким образом сделать вырез, оформить вырез горловины жакета. И уже в 6-й и 7-й части мастер-класса мы с вами будем вязать рукав, окат рукава. Выполним сборку жакета и вместе сделаем обвязку самого жакета по периметру. То есть обвяжем полочки, рукава, низ жакета, горловину. То есть я вам буду показывать всю процедуру, весь процесс создания вот этой вещи. Мы вяжем с вами жакет под названием «Незабудка». Все части мастер-класса я буду публиковать и размещать в отдельном плейлисте. Плейлист называется «Учу вязать жакет крючком незабудка». Все ссылочки я, как всегда, оставляю в описании под видео, также в конечных заставках и всплывающих подсказках. Проходите по ссылочкам и не пропустите выход новых серий мастер-классов. А также обязательно проверьте, включен у вас колокольчик на все оповещения, либо нет, иначе вы пропустите очередную серию мастер-класса. Закончила вязать ряд, и в 3-ю петельку подъема я провязываю крайний заключительный столбик без накида. Вот смотрите, что у нас получилось. Я вязала крючком номер 1,5. Это у меня Кловер, страна производства Япония. Здесь немножко вот потянем, то есть все выровняли. Все, кайма у нас связалась ровненькая, красивая. И таким образом она выглядит. Видите, вот давайте покажу вам такой край ровненький. Вот смотрите, вам на заметку, если у вас тянет край, либо наоборот фалдит, если тянет край, вот допустим, то вы можете поменять крючок, взять его на размер побольше. Там, допустим, вот я резко изменила, у меня вот 2 и 1,5, можно было взять 1,75. Я взяла номер 1,5, то есть 1,5. Далее основной узор я буду уже вязать крючком номер 2. А вот эту кайму, почему я уменьшила крючок, чтобы она не фалдила, а ровненько легла. Если у вас все нормально, то вы можете продолжать вязать узор крючком тем номером, которым вы вяжете основной узор, мотивы и тело кардигана.
Далее, потом, когда мы свяжем рукав, там будут прибавочки. Они тоже будут для всех индивидуальны, в зависимости от полноты руки, потому что у всех размер разный руки, полнота разная. Я вяжу на размер максимальный 50. Вот, и буду вам рассказывать и показывать, каким образом связать расширение для рукава. Это у нас получилось манжет. Мы связали с вами манжет. Смотрите, как вот все ровненько по краю. Потом с вами соединим вот этот. Будет у нас шов. Так как у нас рукав будет не прямой, а подразумевает расширение, то у нас будет рукав со швом. Если бы у нас был рукав прямой, то можно было вязать по кругу. Если вы хотите прямой рукав. В принципе, для этой модели жакета можно связать и прямой рукав без прибавлений. Если у вас, допустим, тоненькая рука, прошу прощения, ручки бывают письменные. Так, и вот вы можете связать по кругу, соединив вот эти мотивы между собой сразу же. И вот этот узор вязать по кругу, без шва. Но так как у меня большой размер, следовательно, и полнота руки уже гораздо больше, чем вот здесь вот размер манжета, то я буду расширять рукав. Каким образом я это сделаю, я вам все покажу и расскажу уже в следующих частях мастер-класса. Жакет вяжется легко, просто и быстро. Я думаю, все вы справитесь с данной моделью. Присоединяйтесь к вязанию, будем вязать вместе в нашей большой и дружной компании. Спасибо всем за просмотр видео. Надеюсь, мастер-класс для вас был доступен, понятен и полезным. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.